Друзья, всем привет! Давно не снимал для вас видосики. Сейчас машина сломалась, никуда мы не ездим. Машина у нас на ремонте находится. И сегодня у нас будет такое маленькое видео. Мы с Юлей едем в такой классный райончик, называется Цуфенхаузен. Это район, где живут в основном эмигранты одни. Это такой довольно неплохой район в Штутгарте, где недорогая недвижимость. Также там находится в Цуфенхаузене завод Porsche. У нас там кое-какие дела есть, поэтому приглашаем вас сегодня прогуляться с нами. 15 декабря. Видите, на улице солнышко сегодня первый день. До этого было холодно, были дождики. Сегодня на солнышко и прямо такое настроение классное. Можно пойти погулять сегодня и что-то показать вам. Я уже записывал шортс на свой канал. У нас, видите, установили каток, но я как-нибудь вам его поснимаю. И вообще его классно снимать вечером, когда подсвечивается все. Здесь в этих палаточках родители отдыхают, пьют глинтвейн, елка зажигается и полный каток деток. Кстати, я заметил, что большее количество просмотров набирает не когда мы путешествуем по каким-то странам, а когда мы просто гуляем и не гуляем или делаем какие-то повседневные дела. Ходим по городу, показываем немецкую жизнь, как живут немцы в Германии, что происходит в Германии. Так что буду вам потихоньку и такое снимать тоже. Друзья, кстати, у нас в городе две елки. Представляете, одна около катка на главной площади, а вторая вот здесь вот на Европа-пляц. Смотрите, она небольшая, но вечером она светится так классно. Это привокзальная площадь, это библиотека у нас очень современная. Даже игры можно брать на компьютер, не только книги. Мы направляемся. Ах, уехала моя эска, не успел я. Ой-ой-ой, буду 10 минут теперь ждать. Чтобы двигаться на таких вот автобусах, на таких трамвайчиках, надо покупать билетики. Или Deutsche Ticket за 59 евро в месяц. И можете ездить на любом транспорте. Вот смотрите, у нас, видите, вот цены на билеты. Это дневной, это одноразовый. Что у нас тут? И Ваксина от 3,50. Первая зона. Мы живем, как умеем, учимся дышать. Каждый день это повод дальше шагать. Иногда накрывает и не видно огня, но внутри нас есть сила сильнее, чем тьма. Падают звезды, но мы не вниз. Даже когда этот мир против нас, мы идем, несмотря ни на что. Через боль, через страх, через не повезло. Если жизнь проверяет. Так, друзья, ну что, вот я свою принцессу встретил с работы. Видите, какая она у меня уставшая, красивая. Заработалась. Нормально, да? Да. Да, и мы сейчас пойдем в сам район Цуфенхаузен, будем вам показывать. Здесь уже не такая типичная Германия, вот, к примеру. Видите, да, уже перед нами народ идет. Вот тут много живут иммигрантов. Друзья, вот это мэрия в Цуфенхаузене. А? Почему бы? Нет, это мэрия. Ратхаус, да. Кстати, в этом районе проживает 38 тысяч человек, представьте. И этот район еще делится на такие подрайоны. У них есть свои названия. Здесь такая очень оживленная улица центральная, на которой находится очень много магазинов. Смотри, елку тоже поставили в центре. Вот это вот оживленная улица. Сейчас мы пойдем туда, нам надо в магазины. Ребят, такой собор тут в центре. Называется Церковь Святого Павла. Паулускирхе. И вот главная оживленная улица. Здесь магазинов просто тьма тьмущая. Здесь есть классный магазин, называется Woolworth. И магазин называется Action. Мы и в тот сейчас пойдем. Потому что у нас есть кое-какие дела. Нам надо кое-что купить, и мы будем показывать вам цены. Видите, тут совсем такая нетипичная Германия. Грязновато. Ну да, кстати, вот смотрите. Грязновато, видите? Это нетипично для Германии.
А вот Woolworth, но мы в него попозже зайдем, в этот магазин. Я вам что хотел сказать. Вот тут недвижимость стоит подешевле, но... А в нашем городе... Два раза, наверное. Да не в 2 раза, все равно квартира по 800 евро, по 900 в месяц. Но, а в нашем городе 1300. Вот то лучше переплатить 400 евро и жить в таком городке, как мы. Ну, кому-то нравится и здесь эта движуха. Здесь очень много живут разных народов. Я имею в виду приезжие, это иммигранты и темнокожие люди, и арабы, и украинцы, и русские, все тут вместе уживаются, но немцами тут практически не пахнет. В любой магазин даже заходишь, не так много здесь немцев работает. Есть U-Bahn, можно сесть, уехать куда надо. Ребят, зашли в продуктовый магазин по дороге, Ребе называется. Посмотреть, что тут есть. Кстати, такой более-менее адекватный магазин по ценам. В каждом магазине сейчас акция. Вот смотрите, например, 99 центов стоит тофи. Прикольные конфетки, кстати. Ребят, смотрите, какая атмосфера здесь, а? В этом городке. Очень большой этот район. Жить здесь довольно неплохо. Потому что вся инфраструктура рядом, все. Вон, дёнер, кебабы, любые магазины, пожалуйста. Но единственное, здесь не такая качественная жизнь, как в каком-нибудь тихом немецком городке. Такого плана, как у нас. Ну, всякие фрукты, овощи, смотрите, лавки такие классные. Это держат приезжие также эти лавки. Это не такие прям супермаркеты, как везде. Так, а мы направляемся в магазин, называется Action. Сейчас я вам покажу, нам кое-что купить там надо. Такой классный магазин, где недорогие цены и большой выбор всякой продукции. Ребят, тут магазин Action. Обалденный. Сейчас мы пойдем что-то искать. Вот видите, сколько всего здесь продается. Много всякой хрени, много хороших вещей. Такое все плюс-минус недорогое. Пойдем. Тебе что тут надо? Пойдем по порядку. По порядку. Вот всякие детские наушники, например, по 9 евро. Компьютерные мышки, клавиатуры, всякое такое, что недорого. Видите, сколько всего, всякие по 80 центов. Кстати, автомобильные детали есть, но что-то сегодня тут очень пусто, я не знаю почему. Обычно здесь очень много товара. А нам нужна монтажная пена, вот она, 4,79, возьмем ее. Так, и нам надо выбрать эти люби кастрюлю. У нас есть знакомая, попросила купить ей кастрюлю. Ну что, есть? Не знаю, здесь. Может, лучше продукты вам Да, больше выбрать. да, пойдем. На, я пену взял. Не очень выбор здесь кастрюль. Потому что, ну, такое качество. Какие-то они... Нет таких, знаете, хромовых с двойным дном, как положено. Пойдем в Woolworth искать. Что тут еще по хорошим ценам? Ваниш мы берем, да? Всегда здесь берем. Всегда берем 4... 600 грамм, 4,44. 4,44, 600 грамм, да? Нормально. Что еще мы тут берем? Порошки берем, но здесь мне не надо, у меня много есть для порошка. Вот для Нового года, видите, для Рождества сколько всякого тут. Что хочешь есть. Юля после работы созрела на что? На вкусняшку, дёнер кебаб хочет, потому что не кушала. Пойдем-ка мы вот в это заведение и попробуем купить вкусный кебаб. А, не пропускает нас. Говнюк, да, не хотел пропускать. Вот такая красота. Здесь дёнеры готовят и пиццы готовят. Мы заказали дёнер себе. Будем вкусно кушать, мам? Ну что, продали нам вот такие вкусные дёнеры. Мы один напополам порезали, потому что дома уже будем нормально кушать. Ну, мам, кусай, вкусно, нет?
Да, мы здесь уже один раз брали, поэтому это место проверенное. Проверенное место, так что идем дальше, ребят. Так, ну что, дошли, мы съели кебабчик и дошли мы вот до Вулворта. Пойдем сейчас походим по этому магазину, вам что-нибудь покажем. Он двухэтажный, огроменный. Нам на нижний этаж, да, нам нужно? Здесь внизу большой выбор всего. Вот для кухни всего. Посмотрите. Знаете, тут сколько? Мамма мия. Так, друзья, что нам нужно? Нам нужны кастрюли. Более-менее нормального качества с двойным дном. Мам, ну что, тут есть что-то? Ты в них понимаешь? Этих? Друзья, вот такую кастрюлю взяли. Но это не нам, просили нас купить, 20 евро стоит. Но качество хорошее, с двойным дном. А вот где недорогая одежда, так это здесь. Кстати, здесь очень много всякого для учебы, такое, знаете, тетрадки, ручки. Видите, какой выбор? Просто можно заблудиться в этом. И все такое плюс-минус недорогое, адекватное. Ну что, мы вышли из магазина Woolworth, уже такая темень на улице. Купили мы немножко всяких вещей и уже будем направляться в сторону нашей ушки, ехать в сторону дома, но мы еще зайдем обязательно в русский магазин, зайдем в Penny и что-то подкупим там. Кстати, этот район я не рассказал, это промышленно-жилой район, здесь и заводы, и также живут семьи. Поэтому производства очень много здесь. Ну, сейчас в Германии не такое прям самое лучшее время для производства из-за того, что кризис, конечно, в мире. Но, тем не менее, Германия очень много всего производит. Поэтому очень много известного производства находится здесь. Вот просто, к примеру, возьмите Porsche. Мам, ты знаешь, что это Porsche? Конечно. Это одна из самых лучших машин. Вот, видите, одна из самых лучших машин. Ребята, вот здесь в Вайнахбойме, смотрите, деревья рождественские продают прямо на площади напротив церкви. Пожалуйста, выбирайте, заходите, елочку вам надо. Ну, в среднем тут елка 25-30 евро получается за штуку, в зависимости от ее размера. Так, вот здесь наша станция, Кельтепляц, мы на ней выходили. И сейчас мы на ней обратно отправляемся в сторону нашего дома. Вот такая вот вечерняя жизнь Германии, ребят, смотрите. Видите, все с работы на работу. Кто? Наш будет, да? Ребят, мы вышли на остановке Пракс-отель. Вот в Германии очень крутая развязка поездов. Прямо ты можешь на поездах путешествовать откуда и куда тебе нужно, вообще не используя автомобиль. Ну, правда это? Ну, ты же ездишь на работу? Да. И с работы на поездах? Я без пересадок ездю. Но... Или хорошо, не прямой идет с нашего городка прям до ее работы. Поэтому машина здесь не всегда нужна. Но без машины нам очень сложно. А, вот наш поезд идет. Смотрите. Ага. Вот и наш идет, красавец. Мы сейчас едем в русский магазин, вам покажем. Ребятки, ну что, приехали мы на остановку, называется Саламандервек. Здесь у нас находится Миксмарт, это магазин, где русско-украинско, польско-славянские всякие продукты. Пельмешки. Да, пельмешки здесь продают, да. Пойдем мы в него, что-нибудь подкупим домой себе вкусненького. Смотрите, как люди себе на Рождество украшают балкончики свои. Прикольно, да? Первый этаж так все украсили, классно. Может, здесь перейдем? Пошли. Ну как нельзя, понятно, но машин-то нету, пошли. Видите, на площади тоже елка здесь. И вот прямо у нас Миксмарт. Кстати, в нашем Миксмарте сделали ремонт. Теперь он у нас выглядит очень красиво. Заходишь и все так по-человечески.
Видите, овощи. Вот, сгущенка, пожалуйста. Кто по сгущенке? Евро 45 банка. Нет, хлеба нет. Бородинский возьмем, давай. Где он? Вот, евро 75 бородинский хлеб. Это кто за хлебушком скучает? Вот, смотрите, боржоми, квас. Что душе угодно. Здесь мясо всякое продается, рыбка. Бывают акции какие-то даже. Вот сейчас витрина появилась, смотри, целая. Ребят, тут вам выбор пельменей. Вот эти вот пельмени, видите, золотая и серебряная пачка. Самые вкусные. Баварские. Такие вкусные. Называется... Так называется, пельмени. Это тот самый случай, когда домашние не такие вкусные. Да, это когда покупные вкуснее домашних. Реально, попробуйте. Хинкали всякие здесь, все что хочешь есть. Машина у нас сломалась, как я уже говорил. И вот вроде бы казалось в Германии, а зачем машина есть везде, общественный транспорт хорошо развит? Ну столько ты на это время и сил, да, тратишь? Бегаем по этим магазинам, уже просто сил никаких нету. Понимаешь, на машине бы это, конечно, было быстрее намного. Ребят, ну вот мы приехали в наш городок, вот разница. Смотрите, на вокзал выходите, посмотрите на пол. Чистенько, чистенько, мусора нету. Эскалаторы у нас тут. Идем на эскалатор, елку подснимем немножко. Сейчас подсниму вам немножко нашего вечернего городка. Помните, я уходил, говорил, наша Европа пляц, где маленькая елочка, библиотека. Вот, смотрите, как у нас тут вечером классно. Такая маленькая елка. Я вам сейчас подсниму немножко каток и центр вечером. Ребята, сейчас немного как наш город украсили к Рождеству. Смотрите. Вот такую зону сделали. Посмотрите, это только на время Рождества. Видите, как сам город украшен? Посмотрите, фонари везде. Вам видно или нет, да? Все в подсветке. Также фонтан украсили. Вот это старая мэрия наша. А вот наш прекрасный каток в центре. Ребятки, зацените. Как круто. Каждый год у нас ставят каток. Посмотрите на эту атмосферу. Посмотрите, какая красота. Детки катаются, елка. Там продают глинтвейны, сосиски. Родители в палатках могут ожидать, спокойно пить глинтвейны. Классно? Это вот так безопасно сделано. Видите, чтобы всякие чудики на машинах не ездили здесь. Вот так вот в Германии, ребят. Все для людей сделано. Видите? Дух населения поднимают. На Рождество в центре такую красоту. И вот нашу улицу. У нас тоже центральная улица. Видите, как украсили каждый столб с фонарями. А еще классно вечером погулять. Очень много домов украшено к Рождеству, иллюминации, да. Но это как-нибудь мы сделаем с вами еще.